Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня по вашим просьбам я буду шить рюкзак. Как шить простой рюкзак с клапаном я показывала в видео «Без кота жизнь не та». А этот будет на молнии со множеством карманов. У меня есть целая куча остатков джинсов. Я вырезала что-то для каких-то предыдущих проектов, даже вот таким варварским способом. И у меня оставалось 6 или 7 верхов джинсов с поясами. Вот я их все распорола, отпарила и отобрала для рюкзака остатки двух джинсов. Темно-синий, у меня здесь есть пояс, передние карманы. Вот такая половинка штанины. Судя по рисунку, это задняя половинка. Задние карманы и детали гульфика. Светло-голубые. Здесь у меня пояс, карман, задняя половинка и передняя половинка. Достаточно большого размера. Вот из этого набора я буду пытаться сшить рюкзак. Выкройку я делать не буду. Считаю это нецелесообразно, так как я не знаю еще, какого размера и формы получится рюкзак. Как шить, какие детали и от чего зависят те или иные размеры, я, конечно, буду показывать и рассказывать, чтобы вы, имея пару любых джинсов, тоже смогли сшить подобный рюкзак. Итак, начнем. Я нахожусь в процессе изготовления передней стенки рюкзака, а именно его кармана нижнего. Как вы видели, у меня вот эта голубая ткань, вот этот лоскут, его не хватало по ширине всей, да, вот этой вот передней части рюкзака. Поэтому я решила вот таким образом сделать карман. То есть я пояс, вот этот, который закругленный, слава богу, что он был закругленный, да, вот такой вот. То есть у меня есть радиус внутренний поменьше и радиус внешний, который побольше. Я этот пояс сюда притачала. И вот этот радиус внешний, да, вот по этим срезам, я притачаю вот к этой нижней части. Здесь все отлично получается, все ровненько ляжет. И у меня получится карман, так сказать, объемный к низу, да. Сейчас я вот эти срезы все обработаю на верлаке, видимо. Вот так вот все приутюжу, проложу здесь строчку,
задекорирую шлевками, своими фирменными кожаными бирочками, заклепками. И затем вот эту часть, ну вот этот карман, да, притачаю по периметру к нижней детали. Нижнюю деталь я, конечно, продублирую предварительно, потому что она достаточно мягкая. Такой карман получился объемный внизу. Здесь, ну, обычный плоский. Теперь притачаю сюда верхнюю часть. Ну, может быть, тоже ее как-то еще задекорирую. Здесь я приколола, нужно притачать. Может быть, шлевки еще, какие-то звездочки сюда. Передняя стенка рюкзака готова. Никак я ее больше декорировать не буду. Ну, достаточно тут шлевки вот здесь вот, да, что-то можно на карабин прицепить. Сейчас я выкрою подкладку точно такого же размера, вот из этой ткани, из подкладочной, и продублирую подкладочную ткань, ну, вернее, подкладку, да, деталь, плотным флизелином, за исключением припусков на швы. Подкладка передней стенки рюкзака готова, и на ней я сейчас буду делать карман. Я уже выкроила такую деталь, немножко поуже, чем сама подкладка, чтобы у меня опять же вот здесь по боковым срезам не было слишком толсто. Я уже нарисовала, отцентровала, да, все. Здесь отступила с каждого края по 5 сантиметров. Можете отступать и 6, и 7. Чем больше вы отступите, тем у вас объемнее будет карман. Сейчас я вот так вот сложу и, отступая от края, ну, скажем, 3 миллиметра, проложу строчку с этой стороны и с этой стороны. Вот застрочила. Прежде чем застрочить вот эти места, да, я поверху еще проложила строчку сначала. Я об этом забыла сказать. И теперь, прежде чем что-то дальше делать, я сюда пришью липучку. Иначе потом, когда я этот карман пришью, тут мне уже будет не подступиться. Пришивать я буду, ну, вот эту часть, наверное, мягкую, вот сюда. Готово. Я еще забыла сказать, уж извините, пожалуйста, вот эту ткань я ее продублировала тоненьким флизелином, которая пошла на карман. Здесь у меня место сгиба, то есть я весь лоскут большой продублировала, согнула, и вот так получилось. Теперь мне нужно будет вот здесь вот сформировать складку и заутюжить вот таким образом, оставляя припуск на шов. Ну, сколько он у меня здесь будет? 0,75, наверное. И сам припуск тоже заутюжить. То есть получится вот такая гармошка. С этой стороны я сделаю то же самое. Здесь срезы я ножницами зигзаг обработала, чтобы они внутри кармана не осыпались. Теперь прикладываю карман здесь вот по нижнему срезу, да, с подкладкой совмещаю центральные линии и скалываю булавками. Вот эту первую складочку отгибаю. И здесь булавкой тоже зафиксирую. Кто не уверен, можно, конечно, приметать. И здесь проложу строчку, а может быть даже и две для надежности. Одну отступая, скажем, 1 миллиметр от сгиба, а вторую 3-4 миллиметра от первой строчки. Вот, смотрите, карман готов. Теперь нужно сделать клапан. Ну, из этого кусочка я вот так сложу.
Проложу строчку вот так по периметру. Может быть, я уголки сделаю скошенные. Выверну его и пришью к нему вторую часть липучки. Вот такой клапан. И пришивать я его буду не как-нибудь, а карманом. Вот сюда маленький карманчик сверху пришью. Подкладка передней части рюкзака готова. Вот такой получился карманчик. Достаточно объемный. И застегиваться он будет, даже если он будет наполнен. Вот так вот, да. И теперь хотелось бы, конечно, соединить вот эти две детали, но это я делать пока не буду. Сейчас я буду вот из этих штанин, из светлых, собирать спинку. Она будет у меня сточная, видимо, по центру, да, где-то. Может быть, вот где-то здесь или здесь, неважно. Формой я ее буду делать точно такой же, но размером чуть побольше, на пару миллиметров. Вот по всему, если можно так выразиться, периметру. Для чего? Спинку я буду укреплять поролоном и буду простегивать. И она, возможно, уменьшится немножко в размерах, поэтому я ее сделаю чуть побольше. Поролон этот вы уже видели, те, кто смотрит мои видео. Толщина его 3 миллиметра. С одной стороны ткань, с другой ничего, просто поролон. Может быть, я буду этим поролоном укреплять и подкладку спинки. Я не знаю еще, я посмотрю. Мне хотелось бы, чтобы спинка, кроме того, что она будет хорошо держать форму, она была мягкая. Для того, чтобы если в рюкзаке будут лежать какие-то предметы с какими-то углами, да, чтобы это все в спину не давило. Спинку я простегала вот таким довольно примитивным способом. И она не очень мягкая. Она, конечно, держит форму, но мягкая. Но мне хотелось бы все-таки еще сделать ее помягче. Поэтому я вырезала еще одну деталь, поменьше чуть-чуть размером. Ну, решила сэкономить, да, зачем тут вот эти сантиметры по краям. Вот. И простегаю еще раз. И простегивать я буду не по тем же строчкам, да, а вот между ними. Спинку я еще раз простегала, ну вот просто ромбиками, да, и она получилась такая мягкая, толстенькая. Я ее пока отложу в сторонку и займусь подкладкой спинки. Ее я уже тоже выкроила и продублировала плотным флизелином. Стягать я ее с поролоном не буду, так как подкладка передней стенки у меня не простеганная, да. И чтобы, ну, не было какого-то недоразумения, здесь есть стежка, здесь нет, я ее стягать не буду, оставлю так. Она, в принципе, достаточно плотная. Выполню сейчас здесь какие-нибудь карманы, ну, подумаю, какие, показывать я уж не буду. Про карманы я почти в каждом своем видео рассказываю, показываю, даже отдельное видео снимала. Подкладка готова для задней стенки рюкзака. Вот такой карман, опять же, я сделала с клапаном объемный. На него накладной и сделала вот такой прорезной карман на молнии. Вот такой он глубины. Ну вот, видно, да? Все детали я сложила, подровняла, чтобы все были одинаковой формы. И теперь можно приступать к изготовлению боковинки рюкзака. Ширина боковинки у меня предопределена уже вот этими карманами передними лоскутами, которые будут расположены вот так вот примерно. Да, чтобы они не сильно низко, не сильно высоко. Вот так я их сделаю. Ширина у меня будет 15 сантиметров. Сверху у меня будет молния. Вот она с двумя собачками, да, с двумя бегунками. Я их переставлю, сделаю, чтобы они вот так застегивались и вот так расстегивались. Обтачивать молнию я буду
поясом. Вот он по прямой выкроен пояс, он тянется, я его продублирую другим флизелином. Вот это вот уберу. И другой флизелин сюда приклею, который поплотнее, чтобы пояс не растягивался. Вот так пойдет. Сюда вторая. Ну и здесь, видимо, я из джинсовой штанины выкрою еще, добавлю, да, до 15 сантиметров. Какой же будет размер боковины? Смотрите, вот карманы эти будут расположены здесь. Можно было бы их поднять, да, вот так до швов, но здесь, если будут эти швы и потом еще эти швы, на боковинке здесь будет толсто. Поэтому я их сделаю чуть пониже. И померяю сантиметровой лентой, но не по самому срезу, да, а вот отступая буквально припуск. Здесь у этих деталей тоже будет припуск. И вот отсюда вот так по кругу. Так, здесь у меня получается 63 сантиметра. Я добавлю по сантиметру вот к этой детали здесь на припуске. Это будет 65. Значит, я из пояса выкрою 2 полоски, ну, вернее, отрежу по 65 сантиметров. Молнию тоже сделаю 65 сантиметров. И эти детали, ну, я вот так вот обрежу, да, чтобы у меня здесь было ровно. Вот обтачки для молнии из пояса. Я разутюжила здесь, да, все эти припуски. Сейчас приклею утюгом флизелин к ним. Застежки я, ну, вернее, собачки, бегунки, да, переустановила. Вот у меня сейчас молния вот таким образом застегивается. И теперь можно притачать. Вот с этой стороны здесь, да, отогну. И затем вот с этой стороны также здесь. Молния с двух сторон обтачена. И теперь мне нужно эту деталь довести до ширины вот этих деталей нижних, да, с карманами. Здесь у меня, смотрите, вот этот припуск уйдет. Так, то есть вот отсюда до сюда у меня 6 сантиметров. И я добавлю еще один припуск вот здесь, который будет сюда, да, вместе с этой деталью. То есть 7 сантиметров шириной я выкрою такую же полосу. Также ее продублирую флизелином. И притачаю вот сюда к одной стороне. Вот здесь я проложила пару строчек. Ну, здесь, наверное, надо было мне взять нитку поярче. Здесь я Jeans Evolution сделала, да, вышила. Я выкроила уже также 2 обтачки для этой детали. Одна обтачка точно такой же ширины, как эта деталь, 6 сантиметров. А вторая точно такая же, как это, 11 сантиметров. Сейчас я вот так приложу. Вот. Ну, совмещу все срезы, да. И вот здесь вот проложу строчку. Обтачку отогну. Все приутюжу. Затем приложу следующую обтачку. Точно так же проложу здесь строчку. Отогну и приутюжу. Вот такая деталь получается. Обтачки я так вот приутюжила все. И теперь проложу строчки вот здесь с каждой стороны. Да, ну вот по тем местам, где они и были на поясе. И здесь, отступая 0,5 сантиметра, скажем, от края еще. И здесь строчки, которые будут фиксировать обтачки и верх вот этой детали, да, чтобы они в дальнейшей работе, когда я буду стачивать со стенками рюкзака, они как-то,
ну, не произошло какого-то смещения вот так, да, то есть зафиксирую еще раз. И затем притачаю вот эти детали сюда с двух сторон. Вот так. Вот такая боковинка получается. Я ее тоже немножко здесь задекорировала. И теперь мне надо будет выкроить дно. Какого размера делать дно, можно рассчитать двумя способами. Можно вот эту деталь опять же по кругу всю померить, за исключением припусков на швы. Вычесть длину вот этой детали. И, соответственно, получится длина вот этого дна. Но я так делать не буду, потому что я боюсь ошибиться. Пол-сантиметра плюс-минус мне потом вот здесь на закруглениях, да, неудобно будет притачивать. Где-то надо будет или растянуть, или припосадить. Поэтому я сделаю проще. Я вот эту деталь, боковинку сейчас, ну, здесь все отцентрую. Вот сюда вот так вот приметаю или приколю булавками даже. Да куда-то до сюда она пойдет. И спокойно вот этот участок померяю уже. Боковинку я приметала и я уже померила. Сейчас расскажу как. Смотрите, я мелком нарисовала здесь, откуда я мерила. То есть вот эти припуски, я их как бы сминусовала, да. То есть вот здесь вот, где мелок, здесь будет проходить строчка. И отсюда до сюда у меня получилось 40 сантиметров. Но мне же надо будет еще припуски на самом дне. Поэтому я добавлю здесь и здесь по 0,75. И дно у меня будет вот такой же ширины, как эта деталь боковинка. И длиной 41,5 сантиметр. Вот такое дно у меня получилось. Опять же сточное. Ну, достаточно симпатично смотрится. Я его продублировала плотным флизелином. Если плотности будет не хватать, я потом приклею еще один слой флизелина или простегаю с поролоном. Ну, посмотрю попозже. Сейчас вот я уже начала убирать наметку здесь. И притачаю вот сюда, к этому краю и к этому краю. Вот такая деталь получилась круглая. И прежде чем что-то дальше делать, я ее поукрашаю, да. Дно я, наверное, украшать не буду. А может быть и буду, не знаю, посмотрю. Вот эти места в частности, да, когда я буду сюда пришивать шлевки, делать какие-то заклепки, блочки и так далее, я буду мешковину кармана отодвигать, чтобы не зафиксировать вот это все вместе, да, чтобы карман потом был действующий. Иначе смысл вот этих боковинок, вот этих карманов пропадает. Я задекорировала немножко вот эти места, не совсем много, тут еще по заклепке просится, но это я попозже поставлю, когда сделаю здесь строчки отделочные. Мешковины карманов я тоже зафиксировала вот по этим срезам, ну вот видно, да, строчкой, чтобы мешковины там внутри не болтались. Теперь мне нужно будет для этой детали выкроить подкладку. Ширина подкладки будет точно такая же, а длина вот отсюда до сюда, до самого среза, я померяю и сделаю ее на несколько миллиметров короче с этого и с этого края. Ну, грубо, да, на пол-сантиметра. Потому что, как мы помним, подкладка лежит внутри рюкзака. И чтобы потом и притачивать эту деталь было удобно, и потом волн каких-то не было, да, и ее нужно выкраивать чуть-чуть покороче. Подкладка для этой части готова. Я ее продублировала флизелином на один раз, и у меня еще оставался кусочек. Я вот сюда в область дна просто этот кусочек приклеила. Теперь ее нужно будет притачать. Как ее нужно притачивать? Вот так вот, лицом к лицу сюда. И здесь притачать. Затем здесь то же самое. Вот, получается такой круглая такая деталь. Здесь, ну, приутюжу я, да, и проложу строчку вот здесь. И с этой стороны то же самое. Строчку здесь прокладывать было очень тяжело. Здесь очень толстое место. Здесь 6 слоев джинсовой ткани плюс 3 слоя подкладочной.
мне пришлось, ну, я попробовала, да, у меня не получилось, вернее, оно получилось, но очень некрасиво. Кривые стежки неравномерные. Я отогнула подкладку, отогнула ее припуск и проложила вот так строчку. Вот таким образом. Здесь, где молния, я сделала пропуск и просто вручную один такой стежок большой сделала. Я простегаю вот это дно, вот этот участок вместе с подкладкой, вот так насквозь. Вот так я простегала этот участок. С вами поговорила, за машинку плюхнулась и не посмотрела, какие у меня нитки снизу. Уже все простегала, перевернула, а тут голубые нитки. Ну ничего страшного, тут у меня на подкладке тоже карманы такие есть накладные. Задумка такая у меня дизайнерская. Теперь эту часть, боковинку, да, вот эту вот деталь, я хотела бы притачать уже к передней части. Можно было бы сделать вот таким образом. Сложить изнанка к изнанке. Ну, здесь как-то или приметать, да, или на машинке прихватить по кругу, чтобы детали не смещались. И затем вот эту деталь. Тут, ну, понятно, все нужно отцентровать, да, метки везде проставить, притачать также все вместе по краю. И затем срезы обработать косой бейкой. Но я померила косую бейку. Она здесь вот эти толстые срезы даже не огибает как следует. Какую-то огромную косую бейку брать, но у меня есть 2 и 2,5, 3 сантиметра, ну будет некрасиво. Поэтому я сделаю способом, который я уже показывала в предыдущих видео. Я вот эту деталь просто притачаю к передней части рюкзака. Ну, здесь все отцентрую, расставлю метки, сколю булавками вот так по кругу, да. И покажу, что дальше. Боковинка и передняя стенка рюкзака стачены. Вот так вот это выглядит. Когда я стачивала, я прокладывала строчку на расстоянии 0,5 от среза. Ну, примерно, да, по полсантиметра. Это, так сказать, техническая строчка. Следующим шагом будет, вот так я загну все это дело. Здесь приколю булавками, чтобы оно не мешало, не топорщилось. Приложу подкладку лицом вниз. Приметаю все по кругу. И строчку я буду прокладывать вот отсюда по кругу и до сюда. Оставлю открытый участок, через который это все я выверну. Ну что я хочу вам сказать, дорогие мои, не получилось у меня. 2 раза я пришивала, 2 раза отпарывала. Ну вот благодаря тому, что настолько плотная, толстая вот эта вот конструкция, да, даже несмотря на то, что я приметывала, я вот видите, здесь и меток тоже везде понаставила. Либо идет перекос, либо где-то защип, да, на подкладке. Ну, брак, одним словом. Поэтому, если у вас что-то не получается, не расстраивайтесь. Не получается не только у вас. Все-таки буду я тогда делать первым методом. Подкладку сюда сейчас вот так по кругу притачаю. И срезы обработаю косой бейкой. Здесь вот в местах утолщений я еще простучала молотком. И машинка тут на 2 раза проходила. Вроде бы теперь уже здесь даже и косая бейка все огибает. Но у меня вот желтой нет, к сожалению. Есть вот такого цвета, зеленоватого. То есть вот так сделаю. Не буду дальше мучиться. Но бывает, но не получается и все. Детали я стачала, и теперь мне нужно подрезать припуски. Для чего? Смотрите, косую бейку я сложила вдвое, приутюжила. И если я ею вот в таком виде, да, буду оборачивать, то у меня видно строчку. Я подрежу так, чтобы косая бейка закрывала эту строчку, да, где-то на миллиметр подальше. И затем уже буду огибать ею и прокладывать миллиметр отступая. Как раз у меня строчка по косой бейке, которая пойдет, она будет вот по этой же строчке, так сказать, след в след. Вторая часть марлезонского балета. У меня уже сейчас нервный смех будет.
Хотела я быстро беечку вот эту, да, притачать. Время сэкономить и силы, да не тут-то было. За счет вот этих утолщений, там, где я шлевки навшивала, да, где ремешки вот здесь вот, в этих местах, вот, видите, тут и ремешок, и шлевка, и тут шлевки. Ну, беечка вот так же вот и легла волнами. То есть мне пришлось опять же все распороть. Благо я ее не всю сюда притачала. И делать я буду по технологии. По технологии это называется вот так. Смотрите, бейку я развернула, разутюжила. У меня получилась просто лента под углом 45 градусов. Я ее притачала. Вот так вот, смотрите, строчка в строчку. И теперь я ее буду подгибать. Вот так вот, да, загибать, срез открытый. Вот таким образом. И притачивать. Можно, конечно, на руках сделать, будет аккуратно, но я опять попробую на машинке, да, сэкономить время и притачать. Если не получится, я это все оставлю до завтра. У нас 1:30 времени. У меня уже, честно говоря, мало что я тут соображаю, поэтому... Наконец-то готово. Смотрите, покажу поближе. Вот так бейкой я обработала. Когда я ее вот сюда подгибала, да, сгиб я прикладывала вот к этой строчке, если видно. Смотрите, ее здесь. И затем на расстоянии 1 мм от края прокладывала строчку. Ну, здесь тоже достаточно все ровно получилось. Вот. Ну, тут вот видно, да, например, вот какая здесь толщина, здесь нет ничего, здесь опять толще, 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 здесь между ними нет ничего. То есть, ну вот как получилось, так получилось. Здесь тоже, видите, да, тоже толстая, толстая. Следующим этапом будет изготовление лямок и притачивание задней спинки рюкзака. И на этом все. Но это я уже буду делать завтра. Я нахожусь в процессе изготовления лямок. В этом видео я уже показывать, рассказывать не буду подробно, как делаются лямки. Кто-то умеет, кто-то знает, кто не умеет, не знает. Ну, посмотрите мое видео «Без кота жизнь не та». Я там показывала очень подробно, и рассказывала, и объясняла, как я делаю лямки. Да, чтобы не увеличивать, опять же, продолжительность этого ролика. Лямки готовы, и благодаря тому, что я их продублировала не только флизелином, но и вложила туда полоску поролона такой же формы. Ну, вы видели, она у меня была приметана. Лямки получились такие толстенькие, мягкие, довольно приятные на ощупь, ну и симпатичные. Теперь можно их пришивать к спинке рюкзака, притачивать, да. Вот эти нижние крепления вот сюда я притачаю, ну, крупным стежком, да, приметаю на машинке. А сверху лямки пойдут не так, да, потому что здесь форма закругленная, не прямая. Я их вот таким образом отогну. Вот так вот их пошире, да, ну здесь, чтобы у меня на припуске осталось. И здесь притачаю, да, их к самой спинке и затем накрою вот этой стропой. И еще раз рамкой их закреплю. И они будут держаться прочно, крепко и никогда никуда не выпадут, не вылезут. Стропу такого цвета потоньше я не нашла, поэтому мне пришлось, ну вот была боковинка, да, джинсов. Я здесь подогнула туда, внутрь согнула, проложила строчку, сделала ручку. Сделаю вот такую, ну, ручку, петельку, что ли. Вот так вот, чтобы рюкзак можно было куда-то повесить. Навряд ли кто-то носит рюкзаки в руках, но тем не менее, ну, можно вот взяться, да, как-то его понести. То есть, ну, также вот все здесь выровняю, в одну линию притачаю и затем вот это. Я вышла на финишную прямую наконец-то. Это не может не радовать. Теперь осталось
выполнить лишь 2 операции. Да, вот эту деталь, подкладку. Ну, вернее, даже 3 операции. Я ее вот здесь по краю прихвачу крупным стежком вместо наметки. Можно приметать, да, к спинке. Затем втачаю ее сюда. Точно так же, как я втачивала переднюю стенку рюкзака. Также все отцентрую, втачаю и обработаю срезы косой бейкой. Но делать я это буду уже сразу по технологии, вот так, как я делала здесь. И покажу, что получилось. Рюкзак готов. Прежде чем его вывернуть, я хочу заметить еще пару вещей. Если вы захотите сшить подобный рюкзак, у вас должна быть машинка, которая с легкостью проходит толщину хотя бы полсантиметра. И нужно иметь, ну, немножко физической силы, потому что вот на этих всех местах, да, закруглениях, рюкзак так и норовит выскользнуть из-под лапки, из-под иглы, поэтому нужно достаточно иметь силы, чтобы держать его постоянно, да, туда, ну, подсовывать даже, я бы сказала. Я, конечно, снимаю шляпу перед мастерицами, мастерами, которые шьют такие рюкзаки. Это и Татьяна Сорокина, и другие девочки. Мое уважение, конечно. Это мой не первый рюкзак, это 3-й. Но в тех рюкзаках не было такой плотности, не было таких мелких деталей, да, вот этих утолщений всех по краям. И там у меня и вточной кант даже как-то я пришивала, втачивала. И косая бейка тоже легко ложилась достаточно. Вот так выглядит рюкзак сзади, да, вот спинка, лямки. Вот это боковая часть. Вот сверху молния вот так вот расстегивается, застегивается. И вот так выглядит спереди. Ну, он такой получился рюкзак полумягкий. Как-то делать его жестче, да, толще. Ну, вы видели, я уже не смогу, потому что у меня машинка просто не возьмет толщину, да, еще больше. Машинка у меня не промышленная. Pfaff Quilt Expression 720, поэтому, ну вот, что получилось, то получилось. В принципе, результатом я довольна. Сейчас я в него кое-что положу и покажу, как это будет смотреться на манекене. Вот такой стильный рюкзачок получился. Достаточно хороший по размеру, по объему. Хочу заметить, что видео это не обучающее. Это, опять же, я делюсь своим опытом, поэтому я не вырезала какие-то неудобные моменты для того, чтобы поделиться всем опытом, да, чтобы не думали, что у меня вот все легко и просто получается, а у кого-то что-то не получится. Не получается у всех, поверьте. Бывают проблемы, бывают трудности, нужно запастись терпением, и тогда такие хорошие, красивые вещи сможете сшить и вы. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Всем желаю хорошего настроения. Ваша Наталья Зайдл.